Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційний вечір четверга, це YouTube-платформа 24 каналу. І традиційно наш гість – це є Раміс Юнус, політолог зі Сполучених Штатів Америки, екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Господин Юнус, здравствуйте. Вітаю вас, дякую за запрошення. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Напомню нашим зрителям, многомиллионной аудитории, что у нас прямая трансляция, поэтому, пожалуйста, будьте активны, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, потому что так работают алгоритмы этого YouTube, и в таком случае больше людей сможет просмотреть и узнать, что происходит в этом мире. Господин Юнус, конечно же, хотел бы начать наш разговор с того, что ураган Милтон накрыл Флориду, и это самый, говорят эксперты, самый большой, самый сильный ураган, который пришел в Соединенные Штаты Америки за последние 100 лет. Он наделал очень много беды в Соединенных Штатах Америки, ну и, конечно же, поменял планы больших лидеров мира всего. В том числе и заседание 12 октября на базе Рамштайн, Германия, где должны были встретиться Джо Байден, Макрон, Шольц, Зеленский, другие лидеры, но, кажется, эту встречу перенесли. Да, конечно, ураган внес свои определенные коррективы. Теперь просто я хотел бы, чтобы вы понимали, насколько важно, особенно за 4 недели до президентской кампании, до выборов президента Соединенных Штатов Америки, и не только президента. Многие говорят сегодня о выборах только президента, в то время как переизбирается весь состав Нижней палаты, 435 конгрессменов, и 30% Верхней палаты сенаторов. Поэтому на кону, и многие из них это как раз-таки находятся как на федеральном уровне, это выборы президента, а на уровне штатов, включая то, что происходит и сейчас в той же Флориде, а до этого это было и в Каролайне, Северной Каролайне, Южной Каролайне, потому что до этого урагана Миддлтон был ураган Хелен, более разрушительный. Хотя предрекали, что нынешний ураган Миддлтон будет даже наоборот посильнее, чем Хелен, и даже старались ему дать самую высшую категорию, той, которой не было 100 лет назад. Но оказалось совершенно не так. Вот в Америке любят нагонять страху. Ну, наверняка просто после того, как первый ураган оказался таким жестоким по отношению к мирному населению, 230 только официально подтвержденных смертей. Вот, урон, который нанес этот ураган, это порядка 60 миллиардов долларов. И поэтому к этому урагану, который прошел через несколько недель, буквально к Миддлтону, уже, конечно, и федеральное правительство, и все те территории, которые, в первую очередь, Флорида, они должны были подготовиться, поэтому федеральное правительство и на местном уровне было принято решение эвакуировать 6,5 миллионов населения из зоны. И чтобы не было такого повторения. А еще получилось так, что этот ураган оказался не соответствовал этой категории, и поэтому разрушения и жертвы, конечно, на порядок оказались и окажутся в конечном итоге ниже, чем Хелен. Но учитывая, что Хелен произошел несколько недель назад, они не успели даже на 5% разобрать все то, что связано было с Хелен, поэтому вдвойне очень сложно было реагировать правильно на нынешний ураган Миддлтон. И если посмотреть через призму чисто политическую, потому что мы сейчас ваш вопрос именно политическая подоплека там имеется, то есть президент Байден отменил свой визит в Германию и в Африку, ну а в Германии, как вы знаете, должен был состояться Рамштайн 12 числа, поэтому понятное дело почему. Вопрос возникает почему. Мы должны сделать экскурс в недавнюю историю, буквально современную историю Америки, я далеко уходить не буду, начну за то время, что я здесь живу, да, и я помню, что именно это стоило республиканцам, я имею в виду во времена Джорджа Буша-младшего, когда он неправильно прореагировал тогда на ураган, и он как раз находился в отпуске, и его помощники ему поздно об этом сообщили, и потом все новостные сайты облетело то, что как он летел на вертолете там или на самолете, вот его, как он сверху смотрел на разрушения, которые были на земле, да.
То есть его поздно он вовлекся в этот процесс. И избиратели это, конечно, республиканцам не простили. И к власти пришел Обама вместе с Байденом, демократы. А после этого такой же ураган попался и на долю Барака Обамы. И тогда я помню, что это, если память мне не изменяет, это был ураган Катрина, кажется. То есть были несколько ураганов, да, они по названию разные. Но я просто помню, что во времена Джорджа Буша был ураган, и во времена Байдена особенно это попало на вторую каденцию, когда он с Митт Ромни воевал, ну и боролся за это кресло. И тогда как раз-таки Барак Обама довольно удачно провел это. Он также отменил свою поездку, и он целый день занимался этим ураганом. И это понравилось избирателям, которые были ни демократы, ни республиканцы. Вот в неопределившихся штатах, говорят, за последние несколько дней они буквально поменяли свое решение и пошли проголосовали. Вот. То есть, поэтому именно через эту призму очень важно сегодня посмотреть реакцию и республиканской, и демократической партии, и их основных лидеров. Поэтому заметьте, как сегодня тот же Дональд Трамп на митинге сегодня ни слова не говорит о урагане Миддлтон. Он очень сильно наезжает по поводу урагана Хелен, потому что это сейчас Джо Байден не улетел никуда, я связался с этим, и они довольно серьезно сегодня этим занимаются. И, коль они этим занимаются, значит, нечего их критиковать. А вот касательно предыдущего урагана, тем более он имел такие разрушительные последствия, значит, виноваты как и федеральное правительство, так и местные губернаторы. А местные губернаторы в массе своей – это республиканцы, поэтому он винит, так сказать, Вашингтон. Конечно, Вашингтон также в этом виноват. И Вашингтон виноват, и местные губернаторы в том числе. Поэтому у каждого своя доля вины. Просто предвыборная кампания, она такая специфика, ты своих критиковать не будешь, ты будешь всех собак вешать на своего оппонента, да? И поэтому мы должны понимать, насколько высоки ставки, и именно если на внешнем рынке сегодня, с точки зрения внешней политики, сегодня мы имеем форс-мажор на российско-украинском фронте, форс-мажор на Ближнем Востоке и возможную конфронтацию между Израилем и Ираном. То есть это все, и там очень много тоже неопределившихся и в ближайшее время, поэтому все ждут каких-то судьбоносных решений для того, чтобы можно было что-то сделать, потому что на Ближнем Востоке ничего не получается, и ближневосточная тема как будто бы работает на республиканцев, а российско-украинская война, она как будто бы не такие дивиденды дает тем же демократам, ну, республиканцы там ничего не зарабатывают, но демократы могли бы заработать, но не хватает решительности и политической воли, да, и поэтому все строят такие большие планы и на Рамштайн, и на визит Байдена, и на возможные судьбоносные решения. И именно поэтому, а внутри страны как будто все уже решено, все уже определились, остались только вот те, которые в неопределившихся штатах. И именно поэтому для того, чтобы повлиять на этих избирателей в неопределившихся штатах, очень важно проявить себя достойно вот в такой катастрофе. Какая разница, это катастрофа во Флориде или в каком-то другом штате, это Америка. И поэтому здесь очень важно не заниматься предвыборной кампанией, а важно показать, что мы все американцы, и республиканцы, и демократы, вне зависимости от своей партийной принадлежности, мы должны вместе решать эту трагедию, объединить всю нацию. Да, как, в принципе, это свойственно всем американцам, вот как они объединялись после трагедии 11 сентября 2001 года, вокруг Буша тогда все объединились, там 90 с чем-то поддержки было, да, тогда президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому именно очень важно посмотреть, а ну сейчас, учитывая, что через 4 недели буквально будет президентская кампания, поэтому я хочу, чтобы вы понимали, насколько ставки высоки, и насколько это было важно, что Джо Байден отменил эту поездку. Другое дело, что ее отложили, или же она вообще не состоится. Это покажет в ближайшее время, в зависимости от того, ну вот, потому что моментально пришлось переигрывать воежи и вашего президента, и поэтому он сегодня облетел главные столицы Европы, то есть главные 4 экономики Европы, да, 3 в Евросоюзе, ну и Великобритания, она тоже одна из главных экономик Европы, но она стоит особняком, да, она не в Евросоюзе. Поэтому Лондон, Париж, Берлин и Рим – это главная Европа, да, и все, что нужно для победы Украины, находится в этих странах и в этих столицах принимаются решения. И поэтому, раз уж с американцами пока не удалось встретиться, я имею в виду, многие вопросы с американцами решил, просто они хотели решить это вместе уже
непосредственно на Рамштайне, да, потому что все должны были там присутствовать. Говорят, это откладывается вроде бы на 17-18 число, но пока подтвержденных данных нету, надо посмотреть, как здесь вот это последствия этого урагана Миддлтон будут решены, какие коррективы будут внесены, ближайший, так сказать, распорядок президента Джо Байдена. Вот, и поэтому в любом случае я понимаю, что двигает вашим президентом и почему он посещает именно эти главные столицы. Потому что, как я говорил давеча, повторюсь, в этих столицах есть буквально все, что нужно Украине. Не хватает только политической воли. И я так понимаю, раз делается акцент на Лондон, и Лондон всегда стоял особняком, он с первого дня этой войны, начиная с того же Бориса Джонсона, мы можем его вспомнить, и вне зависимости от того, кто был премьер-министром, или тот же Риши Сунак, или же после этого вот нынешний Кир Стармер, который пришел. То есть разные партии, да, вроде бы пришли, но позиция в отношении Украины со стороны Великобритании очень правильная, то есть одна из самых, так сказать, передовых. И я так понимаю, что готовят судьбоносное решение, и это судьбоносное решение связано не только с разрешением бить дальнобойными оружиями, это в первую очередь связано с планом победы, который президент Зеленский уже анонсировал здесь, в Соединенных Штатах Америки, и он показал это и Байдену, и Камале Харрис, и Дональду Трампу. Комментариев на эту тему мы ни от кого ничего не слышали, кроме как со всяких средств массовой информации из неназванных источников. Поэтому их комментировать я вам тоже не советую, потому что это все вбросы проплаченные или на республиканцев, или на демократов работают, потому что для правильной аналитики важно будет, если кто-то из них что-то сказал. Но, как вы видите, ни Байден, ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп на эту тему не говорят ни слова. Вот, ну, просто логично понять позицию Украины. Я, например, не читал этот план победы, но мне понятно, что в основе там лежит то предложение, которое президент Зеленский наверняка хочет, что ему сделали это предложение, от которого, как он, как президент, как верховный главнокомандующий и его страна, они не смогли бы отказаться. Тогда можно идти на какой-то компромисс. То есть должно быть какое-то предложение. Все лежит на поверхности. Поэтому мы все понимаем, какое это может быть предложение. И это в первую очередь гарантии безопасности. Те гарантии безопасности, которых по сегодняшней у Украины нету. И эти гарантии безопасности, они, ну, если мы говорим в юридической плоскости, это как раз-таки прием в НАТО и в Евросоюз. И это то, который является причиной этой войны. То есть, если причина этой войны не прием Украины, чтобы Украина не вступала в НАТО, да, то, что требует Россия, и если Запад, то есть одно дело западные войска там воюют на стороне Украины, Украине разрешают делать все, это одно, это идет, это эскалация. Это, как сказать, военная эскалация непосредственно на поле боя. А если идет политическая эскалация, вот такое заявление, политическая воля, да, и для этой воли не хватает мнений только двух человек, двух лидеров. Это президента США и канцлера Германии, который с 2008 года блокирует возможный прием как Украины, так и всех остальных с постсоветского пространства, как вы сами понимаете. Ну, пока с постсоветского пространства только двое туда стремились, это Украина и та же Грузия. И поэтому именно США и Германия блокировали это все. И эти все разговоры о том, что с оккупированными территориями не принимаются, это тоже Филькина грамота по той простой причине. Это все зависит от политической воли. Не принимается вчера, принимается сегодня. Вчера были одни законы, сегодня другие законы. Вчера была одна политическая конъюнктура, сегодня другая политическая конъюнктура. Раньше был саммит Россия-НАТО, сегодня саммита России-НАТО нету, вместо России там сегодня Украина-НАТО. Значит, времена меняются, политическая конъюнктура меняется. Поэтому и НАТО само по себе, они же там находятся. Значит, нужна политическая воля. И вот если там будет такая политическая воля, тогда, конечно, она принимается, и тогда после этого можно уже идти на переговоры с этой точки зрения, в плане того, что мы принимаем Украину в НАТО и в Евросоюз вместе с оккупированными территориями, а за эти оккупированные территории мы уже будем вести переговоры с той же Россией, уже как блок НАТО. И сначала будем вести политические, и поддерживая Украину и военно-технические, и экономические. И если политически не даст это никаких результатов, тогда уже надо будет принимать, наверное, какие-то другие решения. Но я понимаю и то, что если
цель, которую Россия перед собой поставила, не допустить Украину в прием в НАТО, она будет недосягаемая, то есть Украину примут в НАТО, тогда за что воюет та же Россия? Уже она, получается, мало того, что она проиграла и так эту войну, она не выиграет, да, эту войну ни при каком обстоятельстве, потому что Украина осталась на карте, Украина осталась как государство. Но другое дело, что Россия получает взамен, помимо того, что оккупированная территория, пока она их удерживает, она не получает главного. Она не получает того, что у Украины будет какой-то нейтральный статус и так далее и тому подобное. А для этого нужна политическая воля. А вот ее нету. Мне кажется, что в плане победы президента Зеленского, я так анализирую, понимаете, например, я ставлю себя на место президента Украины и его команды, да. Вот что он может сегодня предложить такое, что можно назвать планом победы и что может принять украинское общество, потому что вопрос возникнет моментально. А за что мы воевали 2,5 года и за что пролили столько крови? Цель должна быть какая-то, да? И если мы сегодня физически еще не освободили, не вернули к 91 году, но мы должны быть уверены, что мы это вернем. А как мы можем быть уверены, если у нас нет гарантий безопасности? Вот, например, как у того же Израиля. Она даже вообще не в НАТО находится, да? Но у Израиля есть достаточно одна страна, которая обеспечивает, дает гарантии безопасности тому же Израилю на все годы существования. У Израиля были разные моменты, да? И войны, сколько там войн происходило. Но за ними всегда стояли Соединенные Штаты Америки, а Израиль по сегодняшний день даже в НАТО не вступает, и в Израиль, даже, как вы видите, Евросоюз довольно неоднозначно относится к тому же Израилю, учитывая даже вот за последний год вы видели совершенно неоднозначное отношение в той же Европе к тому же Израилю, к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Но это не мешает Израилю оставаться на плаву, потому что за ними стоит Соединенные Штаты Америки, которые им дали 100% гарантию безопасности, двупартийную, на государственном уровне. Да? И вы видите, как это сегодня очень напрямую влияет на президентскую кампанию. У Украины всего этого нету. Поэтому я так понимаю, в основе плана победы должно лежать, во всяком случае, я бы в основу победы вот это поставил бы первым пунктом, да, потому что этот пункт автоматически предопределяет усиление военно-технической Украины, потому что посмотрите на тот же Израиль и на возможности Израиля в военно-техническом плане сегодня, да, в этом регионе. Поэтому Израиль и держится, и ничего с Израилем, ракеты отпускают, и ни одна ракета даже не доходит до своей цели, да, насколько, я уже не говорю о том, что вокруг находятся сами Соединенные Штаты Америки, и эсминцы, и британцы там, и французы, то есть они все это помогают. То есть если это все будет такое же у Украины, и в рамках той территории, которая сегодня полностью контролируется той же Украиной, и это на перспективу дает возможность того, что и Крым, и Донбасс, и все остальное, что находится сегодня у той же России уже не видать как своих ушей, потому что за счет каких сил и возможностей, за счет каких ресурсов она сможет это удержать. Только за счет ядерной войны, так если Украина будет находиться в НАТО, значит, эта ядерная тематика, она и так не присутствует, она вообще исчезнет автоматически. А чисто на паритетном уровне Украина усилится, тем более, если ее будут усиливать и экономически, и военно-технически. Просто здесь главный вопрос, пойдут ли на это. И я так понимаю, вот именно, если это лежит в основе плана победы, тогда его можно назвать планом победы. Если в основе этого это не лежит, тогда я не понимаю, на какие компромиссы может в этой ситуации пойти Украина, потому что других гарантий безопасности для Украины в нынешней ситуации я просто не вижу. И я думаю, что именно этим и занимается сегодня ваш президент. Во всяком случае, таким был, в моем понимании, должен быть план победы Украины, который он здесь демонстрировал в кулуарах вот с этими лидерами американскими. И то, что он сегодня старается донести до европейских лидеров в том числе. Потому что по-другому я просто не вижу никаких компромиссов, на которые может пойти и согласиться как все украинское общество и все те, кто сегодня в окопах воюет. Потому что если вы воюете за евроинтеграцию, за вступление в НАТО, и у вас все проблемы начались с той же России и с 2008 года, я уже дальше не говорю, 2014 год, и по сегодняшний день, именно на основе вот этого политического решения, и если это политическое решение вам будет гарантировано, то игра стоит свеч. То есть и жертву тогда можно будет оправдать. То есть вы это поставили во главу угла, вы за это боролись. А если этого не будет, и вы за это столько лет боретесь, с 2014 года, тогда вопрос возникает, почему в 2014 году вы не согласились на все то, что Россия вам предлагала? Почему, потом возникает вопрос, почему вы в Стамбуле не согласились на это, то, что вам Россия предлагала? То есть она же именно предлагала совершенно другое.
нейтральный статус, не прием в НАТО и так далее и тому подобное. И если вы сегодня соглашаетесь и идете на это, тогда спрашивают, почему вы не соглашаетесь на это с 2014 года? Разговор именно об этом. До 2014 года почему не соглашались? А раз вы уже шли на это, и у вас был Евромайдан, потом у вас и в Конституции это все сделали, и теперь вы пошли с 2014 года по сегодняшний день на эти жертвы, я так думаю, он должен это объяснять. Он должен это объяснять и американцам, он должен объяснять европейцам, потому что... А каким образом он может сегодня объяснить украинскому народу, украинскому обществу, украинским солдатам, за что вы все эти годы воевали? Понимаете? Поэтому это очень важные вопросы, которые, я надеюсь, ваш президент объяснял здесь в США, и он сегодня объясняет Европе. Вот, кстати, о плане победы, который он уже Макрону успел представить, не проговорили, и Владимир Зеленский, президент Украины, говорит, что очень хорошая состоялась беседа. Но, господин Инус, хотел бы вас спросить, вот есть Венгрия, есть заявление главы МИД Сиярта, который говорит, что вступление Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войны, да, и не только он это говорит, есть еще несколько политиков других стран. Я к чему веду? Вы вспомнили Израиль, а также есть Япония, которая говорит, что Курильские острова — это их острова, и Япония тоже не есть член НАТО, но есть стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. Можно, как вы считаете, господин Инус, можно ли рассчитывать, если вот нет шагов в НАТО, потому что все 32 члена должны одобрить вступление Украины или приглашение, нужно ли ставить акценты на какие-то стратегические варианты с Соединенными Штатами Америки, Великой Британией, потому что те самые штаты сбивали ракеты над Израилем. Франция, Германия сбивали при первой атаке ракеты над Израилем. Я вам давеча как раз эти два варианта проанализировал. То есть вариант НАТО и есть вариант вне НАТО. И там присутствует на первом месте Соединенные Штаты Америки. То есть политическая воля США. Потому что у Израиля сзади стоят Соединенные Штаты Америки, и у Южной Кореи, и у Японии в том числе. И везде стоят американские войска. Американские войска находятся рядом с Израилем, сейчас вы видите, в огромном количестве они там всегда стояли, вокруг Израиля, вот на этом Аравийском полуострове, там, куда ни ткни, там находятся американские военные базы. То есть они же не просто так быстро приходят туда, просто эсминец подплывает за несколько дней туда. А американцы там со всех сторон присутствуют. И в Южной Корее там 50 тысяч американцев находятся, уже сколько лет они находятся, с 50-х годов, с 53-го года. Вот. И там же находятся ядерные подводные лодки с боеголовками Соединенных Штатов Америки. И точно так же находятся и на Окинава, там, в Японии, то есть в огромном количестве. То есть американцы везде, где нету НАТО, потому что НАТО якобы североатлантический блок, а Израиль, там, Япония, Южная Корея, они географически к североатлантической, к Европе не имеют отношения. Да и поэтому Соединенные Штаты якобы берут это на себя. Ну, дорогие мои, вы же прекрасно понимаете, что НАТО это не Венгрия и не Словакия совершенно. Да? НАТО это там, в первую очередь, это вот две армии, которые существуют. Да? Это Соединенные Штаты Америки и Турция. Это две самые мощные армии. Вот сейчас, например, вот идут разговоры о том, что Польша хочет стать главной армией в Европе, да, вот именно на этой части, то есть она вкладывается по полной программе, да, вот то, что сегодня это происходит, вот такой форс-мажор геополитический, то есть, конечно, это сделало так, что все европейцы пришли в движение, да, но теперь кто больше будет вкладываться в это? Я не говорю о том, что Британия и Франция это ядерные державы, и они всегда уделяли этому должное внимание, но опять же, у них нет той армии, например, у Британии и у Франции нет той армии, которая есть у той же Турции, например. Но зато у них есть ядерное оружие, у них много чего другого есть, чего нет у той же Турции. Да? И этого достаточно для того, чтобы и Британия, и Франция, и Турция, и Соединенные Штаты Америки, то есть они самодостаточные в плане того, что они могут защитить сами себя. Да? То есть на них никто не нападет. Вспомните даже конфликт, который был между Россией и Турцией за сбитый этот истребитель в течение полугода. Там никто на стороне Турции не выступал. Да, было только политическое заявление сделано, да, но в любом случае Турция принимала самостоятельно это решение, потому что у Турции есть этой возможности. А у Южной Кореи, у Японии этих возможностей нету. Израиль
эти возможности себе создал благодаря тем же Соединенным Штатам Америки. Потому что основа государства, да, вы же как помните, как создавались, да? Сталин вместе с американцами договорились, но это первая была идея Сталина, но Бен-Гурион принял правильное решение и повернул Израиль в сторону Европы, да, и после этого Соединенные Штаты Америки полностью вложились. И по сегодняшний день это форпост Соединенных Штатов Америки. Но они сделали из этого государства довольно мощную военно-техническую страну, то есть вы видите, как она сегодня по всем моментам и научно-техническим, и военно-техническом плане милитаризована. Да, и то есть она и держится в этой ситуации. И, естественно, за ним стоят США. И если такие гарантии безопасности не даст НАТО, но опять же, НАТО может спокойно эти гарантии безопасности дать, если будет политическая воля США и Германии. Этого достаточно. Все остальные построятся. Никто. И Словакия построится, и Венгрия построится, никто их спрашивать не будет. Потому что на эти все страны у тех же американцев всегда есть рычаги влияния. Просто американцы не используют эти рычаги влияния. Они даже в этой войне, как вы знаете, на 5% только возможности Пентагона используют. Потому что если они хотели бы, они давно разрулили бы эту ситуацию. Им это не нужно, у них другая тактика, другая позиция. Поэтому это выглядит именно таким образом. И, также Европа все время находилась под зонтиком тех же Соединенных Штатов Америки. И просто американцы захотят это или не захотят. Или захотят это сделать через НАТО, или захотят это сделать напрямую, как они сделали с Израилем, с Южной Кореей и с той же Японией. Это все будет зависеть от американцев и от той политической воли, которая будет здесь, в Вашингтоне. Я этой политической воли сегодня не вижу. Ни у демократов, я ее не вижу, ни у республиканцев. Я ее не вижу конкретно ни у Байдена, ни у Трампа. И я не могу уверенно говорить, что Камала Харрис отличается чем-то от того же Джо Байдена. Это будет продолжение той же политики. Поэтому сегодня этой политической воли нет исключения ни в США, ни в Европе. Я ее не вижу. Если есть такая воля, политическая воля у Великобритании, а Великобритания – это постоянный член Совета Безопасности, ядерная держава, это бывшая империя, и огромные возможности у той же Великобритании есть. Это тоже будет очень весомо, если эта Великобритания станет за Украиной, так как она, как сегодня США стоит за тем же Израилем. Тем более Великобритания географически находится близко сюда, да, то есть непосредственно. И это тоже военная армада, там все есть. Все, что... И плюс Великобритания, не забывайте, это англосаксы. Они напрямую связаны с теми же Соединенными Штатами Америки. Вот. Поэтому это очень тоже важно понимать. Насколько это удастся, насколько это будет, трудно сегодня говорить. Поэтому я понимаю, что сегодня весь мир, и в первую очередь западный мир, находится на пороге принятия судьбоносных решений для всего человечества и отдельно для каждой страны и в целом для вот этого западного мира. Потому что если этого не сделать и не помочь Украине, то от этого западного мира ничего не останется. То есть не будет ни Евросоюза, не будет НАТО. И все те, которые сегодня противопоставляют сегодня Евросоюзу и НАТО, они будут просто наращивать. И здесь на самом деле, правильно, Украина сегодня находится, она стала как форпост между Россией и НАТО и Евросоюзом. И если вы хотите использовать это место только как плацдарм, где будет происходить эта война, и вы будете испытывать всякие новейшие вооружения, то есть превращать это во Вьетнам, то это надолго не хватит, и в любом случае тогда это приведет к вашему поражению. Но если вы хотите удержать эту территорию, она должна стать частью вас. То есть это как в этой поговорке, да, ты если хочешь победить, ты должен возглавить. Если ты не можешь ничего поменять в этой ситуации, значит, тебе надо возглавить. А как возглавить? Значит, ты должен непосредственно как-то юридически влиять на эту ситуацию. Чтобы юридически влиять, вы должны кончать эти разговоры о том, что не дать проиграть и России, не дать России выиграть. Но это не так. Если вы говорите о победе, вы расшифровываете эту победу. А победа может быть только тогда, если она будет частью этой системы. Потому что других вариантов я вот не вижу. Вот я сейчас смотрю на всю эту ситуацию, вот со стороны, так сказать, да, мне это легче сделать, потому что я не украинец, я не россиянин. Я друг Украины. Живу в Америке, этнический азербайджанец, гражданин Азербайджана, да, и Азербайджан и Соединенные Штаты Америки в прекрасных отношениях с Украиной. И как друг Украины я смотрю на эту ситуацию. Какой вариант я здесь вижу? Я никаких других вариантов не вижу, как кроме гарантии безопасности. Без гарантии безопасности никаких перспектив, ни переговоров, ни государственности, ни сохранения суверенитета, территориальной целостности Украины этого нету. Посмотрите на мой родной Азербайджан, да.
У нас сегодня эти гарантии безопасности, которые у нас есть, вот эти гарантии безопасности, если бы у нас не было бы Шушинской декларации, как вы думаете, сегодня многие считались бы сегодня с Азербайджаном? Если бы у нас не было бы стратегического партнерства с ядерным Пакистаном, сегодня многие с нами считались бы? И если бы у нас не было такого стратегического партнерства с одной из важнейших в военно-техническом плане стран, как Израиль, сегодня у Азербайджана были бы эти все возможности? Но это все вместе усилило то, что у Азербайджана изнутри было. Вот эти все моменты, которые у вас отсутствуют. У вас отсутствует консолидация общества. Она у нас есть. Мы готовились к этому. Вы с 2014 года этим не занимались. Вы с 2008 года этим не занимались. Но это уже вопрос для историков. После войны будете разбираться, да, со всеми предателями за эти 30 лет. Потому что все, что пришли к этому, это результат вот этой неправильной политики 30-летней. Но это не разговор сегодняшнего дня. Я не сторонник этих разговоров. У нас тоже это было 30 лет назад в Азербайджане. Но мы сделали эти выводы, мы прошли этот путь, но мы правильно прошли этот путь и в военно-техническом плане, и в политическом плане очень важно. Потому что в политическом плане ищите правильно союзников. И мы этих правильных союзников нашли. И когда политическая конъюнктура сработала, мы пошли вперед. Но мы не подписали никаких документов. И у нас территории были оккупированы. И Карабах был оккупирован, 7 районов. Типа как у вас Крым и Донбасс оккупированы в этом плане. Да? Но когда мы уже получили то, что нам надо было, вот, и этот час X наступил, мы сразу пошли в атаку. Потому что у нас было уже все. И армия была, и гарантии безопасности у нас были. И когда мы о гарантии безопасности, я не просто так вам напоминаю. У нас еще не было Шушинской декларации, но когда началась Вторая Карабахская война, 4 самолета F-16 приземлились на военном аэродроме недалеко от Карабаха. И президент Турции вышел в эфир и сказал, что это мой месседж всем. Он не называл ни США, ни Францию, ни Россию, ни Иран. Никого не назвал. Он говорит, это мой месседж всем тем, кто постарается вмешаться в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Я не прощу никому. И даже если будет это мой сын моего отца, ну, грубо говоря, родному брату, да, он так это сказал по-турецки. Вот. И это же был... А тогда не было Шушинской декларации. А после этой войны Шушинская декларация. Вот вам нужна Шушинская декларация с какой-то страной. Я всегда вам говорю, найдите свою Турцию. Это может быть и США, это может быть и Великобритания. Поэтому это еще что-то может быть. Вот президент Зеленский, я так понимаю, сегодня этим занимается. Я, во всяком случае, хочу надеяться, что он именно этим занимается. Потому что это самый главный вопрос. Без решения этого вопроса эту войну не выиграть. Господин Нус, еще один вопрос о Рамштайне. Вот его перенесли. Советник главы Офиса президента Подоляк говорит, что его точно не отменили, а перенесли. Хотел бы вас спросить, вот всегда на этот 25-й юбилейный должен быть саммит в Рамштайне, и всегда прилетали министры обороны стран, которые помогают Украине. На этот раз главы государств. И вот одни говорят, что будут какие-то серьезные решения. Другие говорят, что просто вот Байден свои последние там недели, да, грубо говоря, президентства, он хочет попрощаться с Европой, и вот это его последний визит. Как вы считаете, это все же прощание или, ну и, конечно же, огласит, что дальше Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину, как и всегда? Или все же готовятся какие-то серьезные решения, которые должны также и влиять на предвыборную кампанию, показать, что демократы вот решительные, вот они четко задали цель? Ну, знаете, то, что вы сейчас озвучили, и озвучивают многие эксперты, это напрашивается и так. Раз главы государств собираются, значит, Байден приезжает, а Байден через месяц не будет уже президентом. Ну, с 20 января, ну, просто это его, так сказать, прощальный турне. И поэтому, конечно, ему хотелось бы со всеми главами государств попрощаться. Тем более, я помню, как он выступал недавно на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это тоже было его так программное прощальное выступление. Вот. И это, конечно, имеет место быть. Вторая часть того, что вы говорите, больше похожа на то, что мы выдаем желаемое за действительное. Нам хочется, чтобы это было так. И мне тоже, может быть, хотелось бы, чтобы это было так. Что вот он придет и примет какое-то судьбоносное решение, то, которое вот он не принимал 2,5 года. Так он не принимал этих решений за все годы своей политической карьеры. Вот он 50 с лишним лет в большой политике. Назовите мне одно решение Джо Байдена, которое вот кардинально поменяло мир.
где-то, да, вот такой решительный. Вот, например, если мы говорим про Маргарет Тэтчер, я могу сказать, вот она сделала там то, что Фолклендские острова, да, вот с Аргентиной, то, что были, посмотрите, где эти острова находятся, где находится та же Великобритания, да. Но она приняла это решение, и столько лет прошло, и все понимают, и она, это волевое решение, это была политическая воля. Она харизматичный политик, она приняла это решение. Вот. Дальше больше, да, то есть вот они с Рейганом вместе принимали решение по поводу Советского Союза, войны в Афганистане. Но Байден за все годы своей жизни не принимал таких решений. Ему уже за 80. И он не сегодня, завтра вообще исчезнет с политической арены. Я так думаю, мемуары какие-то будут писать и деньги какие-то делать. Да, как все они делают с утра до вечера. Будь то бывшие президенты или бывшие первые леди. В Америке это бизнес. Здесь кругом деньги командуют парадом. Вот, поэтому зачем ему рисковать? Вот я так думаю. Да? Вот я понимаю его 80 лет. Сказать, что он сегодня на уровне там, этих политиков, которые были во время Второй мировой войны, там, будь то Черчилль, Рузвельт, Гарри Труман, то есть те люди, которые могут вот так взять и принять решение. Вот, например, тот же Трамп, он человек поступка. Он человек поступка. Ну, другое дело, какого поступка? То есть от него почему вот сегодня никто точно не знает, что он может сделать, да? Потому что он не системный человек, далекий от вот такой политики стандартной, классической, которую мы привыкли видеть. И поэтому Америку, видите, поляризовала, она раскололась, и весь мир раскололся, по большому счету. И все, даже те, которые сегодня не любят того же Байдена, они говорят, что лучше, пускай демократы останутся, хотя бы там можно что-то прогнозировать. А этот придет, может быть, что-то не то будет. В первую очередь я говорю про тех же китайцев, да? Вот. Поэтому Байден прогнозируемый политик. И поэтому он и выбрал Камалу Харрис себе вице-президентом. Поэтому он стал вице-президентом у того же Барака Обамы. То есть это вот люди, вот они те, которые сделают шаг вперед, 2 шага назад. Прежде чем попить стакан, они 10 раз подуют на него. То есть и так далее. Там, они очень осторожны. Они таких резких телодвижений никогда не принимают. И они не любят эскалировать ситуацию нигде. Поэтому им легче заняться перезагрузкой. Несмотря на то, что они подставили Михаила Саакашвили и весь грузинский народ. Потому что народ Грузии поверил вам, поверил, что демократия – это прекрасная система управления государством, и вы форпост, и вы будете защищать это везде. Но вы же это не защищаете. На постсоветском пространстве вы это не защищаете. Нигде. Я еще не видел ни в одной стране, потому что началось с моего родного Азербайджана. Предали. Дальше больше. После Азербайджана вы предали Грузию, Михаила Саакашвили. После Михаила Саакашвили вы предали Украину в 2014 году. И вы предаете вот эти 2,5 года. Это же все происходит. И Байден один из тех, кто непосредственно приложил к этому руку. Будучи сенатором, он никогда не выступал с каких-нибудь таких инициатив законодательных, которые вот мы сегодня можем вспомнить это решение. Он не был как Джон Маккейн, например. Джон Маккейна мы все помним. А Байдена тогда слышно не было. И именно поэтому он стал вице-президентом. И поэтому первое решение, которое они сделали в 2008 году, придя к власти в 2009 году вместе с Бараком Обамой, перезагрузка. И Хиллари Клинтон рядом с ними стала. Она такая же, 2 собакопара, как и они. Вот и все. То есть мы это все видели. А Хиллари Клинтон – жена Билла Клинтона. А Билл Клинтон виноват во всем том, что происходило во времена того же Ельцина. Билл Клинтон виноват в том, что у вас нет ядерного оружия. Билл Клинтон тот человек, который совершил это преступление, лишив Будапештский меморандум, который вас лишил. Билл Клинтон, опять же, это демократическая партия. Билл Клинтон, Барак Обама, Джо Байден. А Рейган – это республиканец. Но, к сожалению, Трамп не Рейган. Категорически не Рейган. К Рейгану был близок Джон Маккейн. А Трамп вообще не республиканец и не демократ. Ему до лампочки вот эти все ценности, которые те же республиканцы пропагандируют в массе своей. И для него важна власть. Он хочет прийти к власти, и он и Америку ломает классически, то есть ее роль лидера, да, в мире. И он ломает вот эти политические институты, типа НАТО, типа Евросоюза, ведущую роль Америки. И вообще, как форпост, да, вот эта демократия, о которой вы говорите. И сегодня демократия стала ругательным словом везде. И в моем родном Азербайджане она стала, и в Грузии она ругательное слово, и в Армении, и на Кавказе она так, массе своей. Что бы ни говорили. Вы же не видите, что сегодня в Грузии творится? Кто-нибудь скажет, сегодня там выборы будут?
Вы увидели, что у Грузии сейчас а Грузия самая прозападная кавказская страна, да, если так взять. И посмотрите, они сегодня, а пророссийская Армения, которая никогда не будет ни в Евросоюзе, ни в НАТО, с российскими базами, со всеми делами, да, они теперь Том и Джерри, кошки-мышки играют в той же Армении. Не решив вопрос России на российско-украинском фронте, они сегодня под заклание будут давать ту же Армению, да. Ну, уже Азербайджан, слава богу, поумнел, он же в эти игры не играет, держит дистанцию. Но я просто вижу ситуацию в той же Грузии. Я вижу, как они собираются расшатать ситуацию в той же Армении. Отдают ее на заклание, да? Между Россией, получается, и между тем же Западом, да? И между Россией и тем же Западом Азербайджан был 30 лет тому назад. Мы потеряли Карабах и 7 районов. И нас против нас 907-ю поправку сделали. Грузия потеряла Абхазию, Цхинвальский регион. А сейчас они еще Армению под заклание хотят дать. И Украина с 2014 года в этой ситуации. И сегодня в том числе. И не дает по сегодняшний день этих гарантий безопасности. Поэтому это все, конечно, результат деятельности вот этих всех политиков. И Байден один из ключевых этих политиков. И ждать о том, что на закате своей политической карьеры он вдруг, знаете, проснулся совершенно другим человеком. Вы знаете, хотелось бы в это верить, но я с детства фантастику не читаю. Господин Нус, встретились главы государств СНГ, и там также состоялась встреча президента Азербайджана отдельно с главой России и также отдельно премьер-министра Армении, да, Пашиняна, тоже отдельно. То, что я сейчас читал, что в ближайшее время в составе троих, да, трехсторонней контактной группы не будет. Что сейчас нужно и важно знать о этой встрече? Значит, да, вы правильно заметили, что трехсторонняя встреча между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении не состоялась. Это очень примечательно. И этой трехсторонней встречи не хотят, в первую очередь, ни в Баку, ни в Ереване. Москва это очень хочет. И если Армения тяготеет сейчас к западной площадке, Азербайджан, наоборот, не тяготеет ни к западной площадке, ни к российской площадке. Потому что Азербайджан предлагает, наоборот, Армении напрямую договариваться, без посредников. Потому что мы с этими посредниками имели дело 30 лет в рамках Минской группы ОБСЕ. Да, там Россия была, Франция и Соединенные Штаты Америки. И этот конфликт так и не решался. Теперь, раз этот конфликт мы решили на земле, тема закрыта, ну, давайте теперь политически сами договоримся, да, два руководителя и их команды решим все наши вопросы, которые на повестку дня мы вынесли. Там было 18 вопросов. Один вопрос, вот связанный с Зангезурским коридором, по предложению Азербайджана и по просьбе той же Армении, Азербайджан сделал жест, выделили в отдельный кейс. Если будет мирный договор, тогда это отдельным кейсом, эта тема будет также автоматически решена, да, без сомнений. Ну, просто чтобы ее не связывать с этими вопросами. И по 13 пунктам они вроде бы договорились. И теперь вопрос возникает, а по каким кейсам? То есть никто не расшифровывает эти все вопросы. Армения говорит, что 80% мы договорились, осталось 20%. А вот эти 20% это 4 пункта, да? И по ним договоренности нету. И поэтому я регулярно вам говорил, могу еще раз повторить, что в качестве главное это то, что Армения не меняет Конституцию. И в декларации о независимости Армении, преамбуле этой декларации, там четко написано, что Карабах – территория Армении. 30 лет назад они принимали. И потом они с этим подписывали Алматинскую декларацию. И в Алматинской декларации, они когда подписали, они с поправками подписали, что они признают территориальную целостность Азербайджана, но Карабах к Азербайджану не имеет отношения. Вот я всем украинским журналистам задаю вопрос. Дорогой Игорь, я вам снова тоже задам этот вопрос. Если вам, вот вы президент Украины, и вам предлагают, вот война закончилась, и вы подписываете мирный договор с Россией. А в Российской Конституции написано, что Крым и Донбасс, а тут еще добавили Запорожье и Херсонская область, территория России. Вы будете подписывать мирный договор с Россией или нет? Ну, очевидно, что нет. Вот и все. Почему мирного договора? Там 4 острова Курильской гряды, в которой почти населения нет, ничего нет, да, по большому счету сказать, что они такое важное значение имеют, да. Ну, Япония уже по сегодняшний день не имеет мирного договора с той же Советским Союзом, а сегодня с той же Россией. Потому что эта территория Японии, она оккупирована после Второй мировой войны. Поэтому это надо понимать. Если сегодня этого нету,
Они предлагают пойти этим, потому что на это давят американцы, и в первую очередь нынешняя администрация, да, и, естественно, французы хотели бы это. Ну, Азербайджан на это не пойдет. И второй договор, который я знаю, Армения не соглашается, Азербайджан предлагает Армении обратиться в ОБСЕ с тем, чтобы Минская группа ОБСЕ, мы отказываемся от Минской группы ОБСЕ, от ее существования, потому что она уже выполнила свою миссию, она ушла уже в историю, потому что Карабахский конфликт закончен, война закончилась, мы сейчас подписываем мирный договор. Спасибо вам большое за все, что вы сделали, да, все. Но это должны обратиться обе страны, да, в Минскую группу ОБСЕ. Армения отказывается это делать. И вот тут самое главное собака зарыта. Значит, вы обратите внимание, дорогой Игорь, и дорогие зрители, я не устаю это вам говорить, потому что вы должны это видеть через призму того, что вам предстоит это делать. Потому что если Конституция не меняется, они проиграли на земле. Они сидят думают, ага, мы на земле проиграли. Но у нас Конституция это есть. Это дает нам возможность в будущем, через 50 лет. Откуда вы знаете, что будет через 50 лет, да? Через 50 лет опять же может быть какой-то форс-мажор. Вот Советский Союз развалился. Сейчас, видите, 30 лет прошло, новый какой-то форс-мажор. Завтра через 50 лет еще что-то может быть. Давайте мы в Конституции это оставим. А завтра потом мы это поднимем и на всех институтах, и в Америке, и в Европе найдем поддержку, а конъюнктура может как-то поменяться, и мы скажем, что это у нас Конституция, это наша территория. А Минскую группу ОБСЕ, а мы не отказываемся от вас. Просто сегодня реалии такие, что на земле Азербайджан там командует парадом. Но мы от вас никак не отказываемся. То есть они хотят оставить политическую лазейку. Вот Азербайджан хочет эту политическую лазейку закрыть железобетоном, как он закрыл военную лазейку. То есть на земле мы решили. Теперь нам нужно решить политически. Потому что не решив это политически, Азербайджан не будет подписывать никакой мирный договор. А зачем нам подписывать какой-то мирный договор, который не будет иметь... Любой студент первого курса юридического факультета пойдет это и опротестует в любом конституционном суде Армении. Если Конституционный суд Армении сегодняшний подчиняется Пашиняну, они могут ради галочки принять какое-то решение, чтобы Азербайджан сказал, вот видите, Конституционный суд Армении, вот недавно он принял решение, что эта декларация не имеет правового значения. Не имеет правового значения, отмените. Большинством соберитесь и отмените. Почему они не отменяют это? То есть они хотят, а завтра выйдет другой руководитель, и новый Конституционный суд будет, и они скажут, предыдущие были неправы. Зачем Азербайджан должен зависеть от политической конъюнктуры в той же Армении? Нам нужен международный документ, который будет железобетонно подтверждать, раз и навсегда, тема Карабаха закрыта. Это территория Азербайджана, и она больше не обсуждается. Вот как должно быть, понимаете? Поэтому, если этого сделано не будет, никакого мирного договора не будет. Просто они поэтому давят на Азербайджан. И еще я уже не говорю о том, что иски в международные суды, решения Европарламента, а на днях Конгресс США, заметьте, опять же, демократы, массы свои, да, все это, там республиканцев нету, 53 конгрессмена и 10 сенаторов. И все те, которые в Калифорнии собираются избираться, и в многих других местах, где армяне проживают. Они все обратились к Блинкину письмо написали, применить против Азербайджана санкции. Я не сомневаюсь, что это письмо писалось под диктовку аппарата самого Блинкина. Да? Это для того, чтобы давить на Азербайджан. Чтобы Азербайджан, потому что через месяц выборы, а в Азербайджане 10 ноября по 23 пройдет международный климатический форум. И на этом климатическом форуме будет 200 стран, весь мир там соберется, да, и американцы тоже должны прийти. На самом высоком уровне делегации будет со всего мира. И они хотят именно давить на Азербайджан, что раз мы разрешили вам провести эту конференцию, так вы тоже сделаете снисхождение, подыграйте нам и подпишите какую-то бумагу с Арменией, для того, чтобы мы могли бы здесь избирательно показать, что вот мы хотя бы на внешнем рынке, на Ближнем Востоке нам не удается, на российско-украинском фронте не удается, на Южном Кавказе мы хотя бы чего-то добились. До мира после многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан говорит, а зачем я буду вам подыгрывать, тем более вы не делаете того, что нам надо, и не давите на ту же Армению. А Армения боится о том, что Байден уйдет завтра, и Дональд Трамп может прийти. А Дональду Трампу наплевать и на Армению, и на Азербайджан. Напоминаю, Вторая Карабахская война началась при Дональде Трампе. Ему не интересна эта территория, потому что он знает, что Калифорния голосует за демократов. А раз они голосуют за демократов, он и говорит армянам Калифорнии. Байден занимался, демократы занимаются вашей проблемой. Вот он пускай они занимаются. Я не буду заниматься вашей проблемой, потому что вы за меня не голосуете. И Пашинян, и сторонники армянского кокуса здесь, в Вашингтоне, они прекрасно это понимают. И Азербайджан прекрасно понимает также это. А зачем нам куда-то торопиться? Мы не собираемся подыгрывать ни Вашингтону, ни Брюсселю, ни тем более Парижу, ни тем более России или Тегерану. Мы свой вопрос уже решили.
У нас свои союзники есть. И в список этих союзников нету ни США, нету ни Франции, нету ни Ирана и нету ни России. То есть ни одного из Минской группы в вопросе Карабаха нету. Подчеркиваю, именно в вопросе Карабаха нет. Потому что все эти страны выступали и по сегодняшний день не радуются победе Азербайджана. Вот президент Азербайджана на днях открытым текстом сказал, да? Друг Азербайджана может быть только тот человек, и та страна, и тот политик, кто радуется победе Азербайджана. Я вам с утра до вечера это то же самое говорю на всех ваших каналах. Завтра кого-то приглашаете в студию, спросите, Крым чей? Если кто-то из россиян или кто-то из каких-то политиков, и первое, что россиян спрашиваете, которых вы приглашаете в огромном количестве, пускай они открытым текстом говорят, а они уже по сегодняшний день не все до конца членоразделенно могут это выговорить. Точно так же и касательно Карабаха. Точно так же я у вас у всех всегда регулярно спрашиваю. Я даже в студии не выхожу. Вот я почему в эфир вашего канала регулярно выхожу? Потому что я знаю, у вас есть редакционная политика, и вы знаете о моей позиции. Я не буду выходить на канал и общаться с теми журналистами, которые позволяют сомнения в отношении территориальной целостности Азербайджана и принадлежности Карабаха Азербайджану. Или приглашают каких-то проходимцев в студию, которые ставят под сомнение это. А зачем я должен это делать? Если вы хотите, чтобы я защищал ваш суверенитет, вашу территориальную целостность и говорил, что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, Запорожье – это Украина, Херсон – это Украина, так и вы, будьте любезны, это делаете. Поэтому я выхожу на те каналы и ставлю условия им конкретно. А если кто-то из журналистов, не буду называть их имена, а один недавно довольно известный, но я его размазал по стенке, и он сегодня объявлен в Азербайджане врагом Азербайджана, однозначно. По той простой причине никому не позволительно. Никому, ни президенту Украины, ни обычному журналисту ставить под сомнение суверенитет, территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан ставит? Президент Азербайджана ставит суверенитет, территориальной целостности Украины под сомнение? Нет. Любой азербайджанец это делает, ну я имею в виду тот, который большой, ну я имею в виду официальный человек, тоже не делает. А все те, кто сегодня выходит в эфиры, вы назовите мне одного азербайджанца, который выходит на эфиры украинских каналов. Вот мои друзья выходят. И Агиль Рустамзаде выходит, и Эльдар Намазов выходит туда. Вот. Кто-нибудь из них говорит о том, что сомнений в том, что Донбасс или Крым, или Запорожье, или Херсон – это не территория Украины? Никто. Потому что это позиция всего азербайджанского общества. Мы защищаем международное право. Мы не защищаем президента Зеленского, Порошенко, Ющенко или еще кого-нибудь, Кравчука или Кучму. Никого мы защищаем международное право. Я Майю Санду тоже не люблю за ее такую беззубую политику. Но Приднестровье – это Молдова. Вот и все, это не обсуждается. Я не люблю то, что сегодня Саакашвили сидит в тюрьме. И я не очень-то приветствую политику нынешней власти в Грузии. Ну, Абхазия, Цхинвальский регион, это территория Грузии, это не обсуждается. Так будьте любезны, и вы тоже это делаете. То есть это касается не только вас, украинцев, это всего мира касается. И здесь американцев в том числе. А на каком основании эти конгрессмены, сенаторы пишут такого типа письмо? Какие санкции против Азербайджана? Что сделал Азербайджан? Что сделал Азербайджан? Освободил свою территорию, восстановил суверенитет, территориальную целостность, восстановил 4 резолюции Совета Безопасности, за которые вы же и голосовали. Так значит, вы голосуете одно, а в душе думаете другое. Вот точно так же, как про Украину, вы говорите, победу Украины желаете, а победу Украине желаете, так принимайте, да, ее в НАТО, да, или дайте ей гарантии безопасности. А какого черта вы это не делаете? Вы их обманываете? Вы и Азербайджан так обманывали 30 лет. Но теперь мы поумнели, вы уже нас обмануть не сможете. И мы знаем, что в Америке есть политики и лидеры, которые правильно рассуждают. И они очень многие находятся в Пентагоне, находятся в Министерстве энергетики, они находятся в разведке, они находятся в истеблишменте. Вот мы с ними и работаем, и будем работать. Потому что Америка неоднозначная, она не состоит только из армянского кокуса, который лоббирует интересы армян в Калифорнии. Америка очень большая, поэтому это все надо понимать. Я живу в этой стране, я именно понимаю это, и вот выхожу на ваши эфиры, и вам также советую. Вы должны как-то разбираться правильно. Вот у вас на многое сегодня глаза также открылись. И вот вы видите, вот это сюда, у нас очень много похожего. Просто когда кто-то мне говорит, о, вам противостоит Россия, а нам не противостоит Россия. Как она нам не противостоит? А 30 лет назад кто помог оккупировать Армении, наши территории? 20% нашей территории. Россия, да? 366-й полк, тогда вообще ни у кого армии не было, и солдат не было, вооружения не было. Да? Ни у Армении, ни у Азербайджана не было. Ну, Россия выбрала Армению. Почему? Потому что в Азербайджане было правительство Эльчебяя. Я работал в этом правительстве на руководящей должности. Мы объявили антироссийскую политику, антииранскую политику, прозападную. Вот то, что вы сейчас стали делать. Мы раньше вас это стали делать, понимаете? Мы раньше Грузии это стали делать. И за это нам дали по мозгам.
А американцы вместо того, чтобы нас защитить, против нас в 92 году приняли 907 поправку. Конгресс, вот эти все негодяи, Менендес и все остальные ему похожие. Нэнси Пелоси, Адам Шиф. А Менендес ни сегодня, ни завтра сядет снова в тюрьму. Именно за взятки и так далее. То есть мы это все видели. Но сегодня кто-нибудь вспоминает их, что они 30 лет не радовались, все делали против суверенитета территориальной целостности Азербайджана. Ладно, это история. А сегодня вы что делаете? Почему не радуетесь нашей победе? Мы что-нибудь не то делаем, что делает Украина? Мы делаем все то же самое. Вы Украину на словах поддерживаете, а в реале вы также ее не поддерживаете. Просто у Украины проблема, потому что у Украины вот эти 30 лет она не сделала выводов. А мы сделали эти выводы. И мы правильно союзников нашли, и мы подготовились. И поэтому мы и получили такой результат. Поэтому ищите свою Турцию, смотрите на Азербайджан, изучайте наш опыт. Поверьте мне, я искренне желаю вам победы и успеха. И когда я вам в самом начале отвечал на ваш вопрос по поводу гарантии безопасности, как я это понимаю, вот эту ситуацию, это очень сложная сегодня ситуация. И в этой ситуации нужна политическая воля здесь, в Вашингтоне, и некоторых лидеров той же Европы. Если этой политической воли там нету, ну, вам нужно стоять крепко. Потому что если вы моргнете, они вас сожрут сразу. Вы же видите, с утра до вечера они и так намекают на всякие возможности того, чтобы готовят общественное мнение, чтобы вышли на какие-то компромиссы. Я не думаю, что президент Зеленский этого не понимает, и он подпишет всем смертный приговор. Смотрите на Азербайджан и делайте выводы. Однозначно. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. У вас нужна вот консолидация. Вот если они увидят, что у вас есть консолидация в вашем обществе, такая, как у азербайджанского общества, ни один Конгресс, ни один Совет Безопасности, ни один Европарламент ничего сделать не смогут. Вот они приняли призыв Блинкину. 63 человека, 53 конгрессмена, 10 сенаторов. Вот я вам говорю, как гражданин Америки, никаких санкций в отношении Азербайджана принято не будет. Я до этого говорил, их не было, и я сегодня говорю. Почему? Потому что статус-кво поменялся. Все решает то, что происходит на земле. И плюс посмотрите, что происходит в мире, и какая значимость Южного Кавказа. А лидером Южного Кавказа из этих трех стран, Азербайджан, Грузия, Армения, является именно Азербайджан. А Азербайджан в стратегическом партнере с Грузией. И это как раз-таки то горлышко, которое и дает возможность со стороны Китая, с Центральной Азии проходить через Южный Кавказ и выходить к Европе. И Азербайджан здесь самая ключевая страна. И вы думаете, просто так Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен к нам приезжает, китайский лидер с азербайджанским лидером подписывают стратегическое партнерство, Путин приезжает в Баку, иранский президент не сегодня, завтра там появится. Это значимость этой страны появляется. И тут какие-то проармянские конгрессмены бумажку какую-то пишут. Эта бумажка будет там же лежать, где многие бумажки, которые французский парламент придумал или европейский парламент. Они не будут иметь никакого значения. Это обычные бумаги. Так же, как Декларация Организации Объединенных Наций. Потому что все решает Совет Безопасности, организация. Поэтому Совет Безопасности и не решает ничего. Поэтому в ООН никто ничего решить не может. Понимаете, сила права ушла. Сейчас работает право силы. Вот вам нужна эта сила. Потому что на силу надо показывать силу. Мы ее показали, поэтому с нами будут считаться. Покажите ее вы, найдите ее, она есть. Она должна быть внутри вашего общества, и она есть рядышком. Найдите также свою Турцию. Я не сомневаюсь, что ваш президент именно этим и занимается. Во всяком случае, я думаю, я очень надеюсь, что он именно этим и должен заниматься. Другой задачи сегодня у него нету. Потому что, чтобы победить на земле, вам нужно иметь вот это все. Потому что военно-техническая поддержка, политическая поддержка, экономическая поддержка, то, что вот заявлено, да, эти 4 пункта, их надо расшифровывать. Политическая поддержка – это гарантия безопасности. Непростые, сложные, но уверенные и правильные шаги моей страны. Я уверен, что все именно будет так, как вы говорите. Господин Юнус, большое спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что, как всегда, все с акцентами, все правильно, все с нюансами разъяснили о процессах геополитических, как и в Соединенных Штатах Америки, как и в войне России против Украины и на Ближнем Кавказе. Спасибо большое. Дякую. До побачення. Слава Україні. Героям слава. Мене звати Ігор Гаврищак. Традиційно, будь ласка, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, прокоментувати і, звісно ж, поділіться. Побачимось в ефірі 24 каналу.